Добрый день, добрый субботний день, добрый субботний день. Друзья, мы продолжаем серию наших роликов, прогулок вокруг нашего дома, вокруг нашей окрестности. Вот. Погода сегодня просто замечательная, поэтому мы не удержались дома и вышли немножко погулять. Вот. Надеюсь, что вы тоже к нам присоединитесь, и мы вместе с вами погуляем. Кстати, вот видите дома, вот эти вот. Вот это дом мой. А это вот то, что сейчас тут застраивается. То, что я говорил, о том, что вот-вот начинают строить. Вот. А сейчас мы идем в сторону парка, в ту сторону, которую я в прошлый раз снимал. Да, я снимал ее, как говорится, как это называется, с крепости. Да? Мы не идем в крепость, но мы идем в ту сторону парка и прогуляемся по 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 этому парку, посмотрим, что мы там увидим, не заходя в сам парк. Вот. Всем здрасте, кто пришел, кто подошел. Пожалуйста, назовите себя, поздоровайтесь, я буду знать, кто пришел. Мне будет приятно. Вот. Мы тут стали и с Лаки вышли погулять, с солнышком немножко погреться. Сегодня у нас лето. Видите, вот я с короткой маечке. По-моему, камера у меня слишком сильно приближенная. Сейчас я ее немножко отодвину. Одну секундочку. Так. Камера. Проблема съемки с телефона в том, что когда ты снимаешь с телефона, то каждое движение, что-то сделать с камерой, всегда делается очень, очень медленно. Так, settings, камера. Вот. По-моему, слишком близко она у меня. Сейчас мы попробуем ее отодвинуть. Да, вот так, по-моему, лучше. Вот. Итак, 3 человека у нас здесь. Наташа, доброго дня. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Вот. А мы идем дальше. У нас сегодня очень тепло, очень, но совсем не зима. Вот. И мы решили выйти немножко прогуляться, посмотреть, как продвигаются строительства напротив нашего дома, потому что возле дома поставили краны. Да, вот видите, вот там вот я живу, вот возле сейчас вся эта зона начинает застраиваться, вот уже подъемные краны поставили прямо напротив нашего дома, вот там вдалеке построили 2 школы, вот, а здесь будут уже жилые дома, жилые комплексы. Вот. И мы решили выйти немножко и солнышком. Вот, Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Спасибо, что вы к нам присоединились. Вот. А какая у вас погода? Какая у вас погода? Вот. Я знаю, что не везде так тепло, но я думаю, что посмотреть на тепло даже из экрана ваших телевизоров, компьютеров, смартфонов, я думаю, что это приятно. Вот. Потому что я думаю, что теплая, яркая погода всегда придает хорошее настроение, вот, и намного приятнее, чем... Мы пойдем туда дальше, в парк. Да, ты ее пристегни сейчас. Пристегни. Вот. Сейчас я переверну камеру. Так, немножко поздоровался с вами. Евген, добрый день, добрый день. Танюшка, привет. Вот, Татьяна, это моя тетя. Танюшка, приветик, рад, что ты к нам присоединилась. Вот. Танюшка, тебе, наверное, вдвойне будет такое приятно посмотреть на такие солнечные, яркие дни. Вот. У вас там, я думаю, холодно. Вот. Думаю, у вас там пасмурно. Я помню, когда приезжал к тебе, у тебя в это время примерно было очень так серо. Вот. Я думаю, что такие вот яркие дни, они... Вообще, я человек горячий, вот. Я люблю теплую погоду. Вот. Потому что теплая погода, яркие дни, они прибавляют больше, как говорится, позитива в жизни. Вообще я за позитив. Вот, сейчас я переверну камеру, 2 секундочки, и будем
любоваться видами. Сейчас мы дорогу перейдем здесь. Так, собрался дождь, но передумал. Вышло солнышко, и температура +2. Ну, плюсовая температура – это уже хорошо. Вот. У нас дождь очень редко, у нас дожди очень редко, и у нас, в принципе, мы радуемся дождям, потому что у нас, как говорится, знаете, у нас как по плану. У нас дожди должны быть в зимнее время года, у нас выходит такого, у нас выпадают дожди, и каждый такой дождик для нас это праздник. Так, секундочку. Сеттинг, камера. Надо будет обратиться к разработчикам этой программы, вот, чтобы они придумали какую-то кнопочку, которая будет сразу переводить камеру с одного положения в другое. Вот, видите, здесь я говорю, надо будет обязательно обратиться к разработчикам этой программы, потому что в этой программе кнопка выхода из эфира, выхода из самой студии, она находится, так, она такая большая кнопка и очень, очень близко находится к пальцу, где держится телефон. А вот кнопка для того, чтобы перевернуть камеру с одного положения в другое, с одной камеры перейти на другое, такой кнопки нету. Так что нужно будет сказать им, чтобы они это доработали. Здравствуйте, Карина, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам забежали. На минутку забежала и лето посмотреть, и приехала в сад снега, конечно, по колено. Ой, вчера, знаете, Карина, вчера увидел ролик. Ролик такого, мы тоже мне прислали, как мужчина с женщиной там идут, не знаю, куда именно они идут, но идут и по снегу, а снег, ну, наверное, выше пояса. Так что там каждый шаг, чтобы сделать, это просто такого бросаться в ванну снега. Вот. Это, конечно, в этом есть, я думаю, что свое удовольствие, есть в этом такого свой кайф, но я думал, что этот кайф очень временный, вот, и очень быстро, я думаю, что от этого устаешь. Я думаю, не знаю, никогда не жил в таких условиях, поэтому даже не с чем сравнить. Вот. А это вот уже заповедная зона. Вот это вот у нас прямо напротив дома заповедная зона, на которой строить уже не будут. Вот. Поэтому мы этому очень радуемся, что хотя бы какой-то клочок природы у нас остается прямо возле дома. Вот. Еще раз покажу на вид. Вот. Вот эти вот два дома, видите, они такие с серым фасадом. Вот. Правый из них – это дом, в котором я живу. Вот. Все остальное, все это, в принципе, новостройки. Вот. Здесь еще будут строить. Или здесь уже нет? А, нет, здесь уже не должны строить. Нет, здесь уже вот заграждение, здесь уже мы находимся в заповедной зоне. Вот, что здесь уже строить не будут, а через дорогу, вот то, что мы сейчас прошли дорогу, вот там еще, там, где краны стоят, это вот прямо напротив нашего дома, там еще будут строить жилые комплексы. Вот. Так. Здравствуйте все. Да, люблю снег недолго. Есть такое четверостишье, такое, ну, как бы стишок такой или проза такая, что люди, которые переехали в Канаду, рассказывают, как они наслаждаются снегом в первое время, как они наслаждаются этой природой, этой красотой. Вот, и там показано, ну, как продвигаешься в этом стихотворении, так там с каждой строчкой таково меняется и настроение, и отношение к снегу, и в конце уже его ругают, и говорят, насколько он надоел, это снег. Вот, так что, конечно, я думаю, что все, что связано, знаете, все, что связано с трудом, а я думаю, что снег – это все-таки труд. Во-первых, трудно преодолевать его, во-вторых, это холодно, это депрессивное состояние, ну, вот, что со временем это немножко, я думаю, что угнетает.
Ну, я так считаю. Вот. Лаки мы отпустили. У нас с собаками нельзя гулять без поводка. Вот. А так тут мы вышли как бы в парк, ну, в заповедную зону, и здесь, в принципе, никого нету. Так мы ее отпускаем, чтобы она немножко погуляла. Тали, ты хочешь туда спуститься? Давай, по-моему, вот оттуда спустимся, да. Здесь опасно, а вот там оттуда спустимся. Лаки, иди сюда. Вот, здесь что-то разровнили, что-то здесь будут еще строить, не знаю еще толком что, но вот видите, вот эти вот деревья, то, что посадили, это говорит о том, что здесь уже будет что-то строиться, тут уже что-то готовят. Так, давай пройдем отсюда, аккуратно только, да? Вот отсюда, смотри, вот здесь меньше, да? Да. А потом уже выйдем с другой стороны. Вот так вот. Вот. Вообще, когда в Израиле строят, то ну, вырывают, естественно, котлован для как это называется, для фундамента, а землю, далее только осторожно, тут железки торчат, поэтому очень аккуратно. Вот. А землю, которую выкапывают, вся эта земля идет да, давайте помогу. Вся эта земля, камни, песок, все это идет на переработку, и из этого всего готовят стройматериалы для строительства. Там песок, где песок, где щебенка, допустим, камни и всякое такое, все это перемалывается. Вот. Обязательно привозят сюда такие большие машины, которые все это перерабатывают. Охотница. Вы ее видите? Вот она. Так, Евгения, добрый день, здравствуйте. Так, что-то кого-то я пропустил. Миша, добрый день. Добрый день, Миша. Спасибо, что подошел. Спасибо, что присоединился к нашему прямому эфиру. Вот. Друзья, прочитал сегодня статью. Интересную такую, маленькую, коротенькую статью. Вот. И вот по поводу этой статьи вопрос. Вопрос. Как вы храните молоко? Вот. Наверное, первый ответ такой, да, сразу. Ну, конечно, в холодильнике, да. А где именно в холодильнике вы храните молоко? Шурик, привет. Алекс, привет. Привет, спасибо, что присоединился. Смотря какая погода, мы вышли немножко погулять. Вот. Земля такая просохшая, ну, то есть она не совсем твердая, сухая, потому что дожди были там несколько дней назад. Вот. Но грязи нету. То есть я иду пешком нормально, в грязь не проваливаюсь. Это хорошо, это приятно, потому что вернуться с прогулки по уши в грязи, это, конечно, не самое приятное. Вот. А это у нас маки растут. Видите? Скоро, в следующем месяце, в принципе, в феврале месяце, у нас открывается сезон, который называется «Красный юг». Ну, дословный перевод с иврита «Красный юг». А звучит он на иврите «Дарома дом». Типа юг красный. Вот почему красный? Красный из-за маков, а юг, потому что это на юге. Вот так на юге целые поляны, такие огромные поляны этого мака. Мак у нас запрещено его такого срывать, поэтому никто его не срывает. Ну, может, кто-то и срывает, но в принципе такое защищенное растение его не срывают. Вот. Итак, я возвращаюсь к вопросу. Где вы храните молоко? В холодильнике? А где именно в холодильнике? Тали, мы выйдем, не волнуйся, выйдем намного лучше, чем зашли. Вот оттуда выйдем. Ну, ничего страшного, очень хорошо, я тоже так. Тали уже боится, как мы будем отсюда выходить. Забрели куда-то, как будем отсюда выходить. Вот что значит, ребенок мало по лесам гулял. В горах Малайзии много. Шаббат шалом. В горах Малайзии много относительно. Вот. А здесь вокруг дома мало.
Вот надо здесь чаще гулять. Вот, короче говоря, статья пишет о том, что в основном большая часть населения держит, ну, большая часть населения, большая часть не населения, большая часть людей. Вот, я думаю, что в дверце, Евгения, правильно, в дверце. Вот это одна из основных ошибок людей. Почему? Потому что в дверце, в принципе, держат... Хорошо, Тали, будем выходить, идем. Вот, сейчас спустимся вниз, будем выходить. Вот, видишь ворота? Сейчас будем выходить прямо на дом. Вот. И люди обычно держат молоко в дверце холодильника. Почему? Потому что это удобно. Как говорится, бутылочку там поставил или пакет поставил, открыл дверцу, сразу достал молоко. Но в холодильнике, скажем так, такого температура в холодильнике обычно от 4 до 5 градусов. Да, такого. Там каждый себя подстраивает, так ему больше нравится. Вот, но обычно от 4 до 5 градусов. Когда продукты находятся в дверях, то в дверях они охлаждаются намного меньше. И при каждом открытии холодильника они нагреваются намного быстрее. Поэтому, как говорится, провели исследования и советуют молоко в дверях холодильника не держать. Вот. Так. Если покупаю в пакете, переливаю в банку. Окей. В дверце, в банку. Ну, вот таково. Я одно время покупал в пакетах. Вообще самое дешевое, конечно, молоко – это молоко в пакете. Это у нас, по крайней мере, у нас самое дешевое молоко – это молоко, которое продается в пакете. Вот. В принципе, молочные изделия у нас в Израиле, молочные изделия, они под, как это сказать правильно, под надсмотром государственным, такого, как это сказать правильно. Короче говоря, цены на некоторые молочные продукты, на базовые молочные продукты, как масло, молоко, там хлеб тоже в это входит, яйца в это входят, они предусматриваются такого государством и соблюдается определенная цена, чтобы эта цена не поднималась на базовые продукты. Вот. И самый дешевый пакет это молока, это именно такой пакет молока из, как это сказать, из клееночный пакет, да, пластиковый пакет. Вот, пластиковый пакет. Это самый дешевый. Вот. Хотя разница, в принципе, она небольшая, но она есть. Да? Там, если, допустим, это 5,5 шекелей, то картонный такой же будет стоить... То есть, если этот стоит 4,5 шекеля, то картонный будет стоить 5,5 шекелей. Ну, где-то так, на 1 литр. Вот. Но я в основном покупаю именно в картонных. Я покупаю в картонных, потому что мне удобнее их так хранить в холодильнике. Я их кладу лежа в холодильник на верхнюю полку, вот, и мне так удобнее, хранить. Вот. А когда одно время покупал вот эти пластиковые пакеты, вот, то есть специальный такой, как ковшик такой, специальный, в который этот пакет вставляется, и тогда его не нужно было переливать. Но возможность с тем, что вы его переливаете в банку, возможно, что он так дольше хранится, не знаю. Хотя у нас молоко заканчивается очень быстро. Ксения, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Очень приятно. Так, сколько у нас тут народа? Так, буду знать. Да. Вот, я сам не знал, а сегодня узнал. И оказалось, что то, что я храню молоко не в дверях холодильника, а именно на полке, оказывается, это не только мне удобно, это еще и правильно и полезно. Оно дольше сохраняется. Вот. Смотрите, какие цветочки у нас тут растут. Вот. На днях сделал стрим, я не знаю, кто из вас, я не помню, кто из вас был, там нет. Я делал ужин. Вот. Там я говорил про самую дорогую приправу. Вот. Самая дорогая приправа в мире считается шафран. Вот. И 80%
80% приготовления или распространения шафрана приходится на Иран. Иран является основным поставщиком шафрана. Вот. Ну, так это было до недавнего времени. А совсем недавно, где-то год назад, на этот рынок вышел Израиль. Израиль стал выращивать шафран в парниках. Вот она. Вот. Израиль стал выращивать шафран в парниках. И шафран считается очень дорогим. Почему? Потому что шафран цветет один раз в год, и у каждого цветка, то есть сама приправа шафран, это вот эти вот пестики, которые собирают с цветков шафрана. А в каждом цветке, ну, максимум там 3 пестика. Да, и учитывая от этого, то есть понимаете, сколько нужно цветков собрать для того, чтобы приготовить достаточное количество этой приправы. Поэтому приправа продается в очень маленьких дозах. Такие вот, я вам, по-моему, показывал, у меня такая вот такая вот у меня коробочка маленькая. Там, по-моему, 5 грамм. Я не помню, какие там дозы идут. Так, сейчас мы будем здесь переходить дорогу. Собаке сложно. Сейчас мы будем искать дорогу, чтобы ей было поудобнее. Вот. И, короче говоря, они продаются в маленьких. А израильтяне придумали новые, они выращивают, сделали какой-то гибрид. Вообще израильтяне молодцы в этом плане. Израиль находится на очень высоком уровне. Как это называется? Опять забыл это слово. Как это слово называется? Вера, здравствуйте, Вера. Сейчас я вернусь к своему этому, а пока хочу Веру поздравить с днем рождения. Вчера у Веры был день рождения. Вот. Я вчера не успел поздравить, я поздравил сегодня. И вот хочу, друзья, поделиться с вами. Вера Ванюкова. Вот. Ой, куда мы зашли? Не, можешь, давай иди сюда. Вот, Вера Ванюкова – это мой хороший друг. Вот, познакомились, это моя коллега, скажем так, у нее тоже свой канал. Ну, идем оттуда. Такого коллега, у нее тоже свой канал. И на Ютубе, и на Яндекс.Дзене у нее каналы. Такие приятные истории у нее на канале. Вот, можно перейти, посмотреть, полюбоваться. Вот, Верочка, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам всего-всего самого-самого лучшего. Вот. А эти цветочки вам. Вот. Вот, это цветочки вам. И вот там еще Лаки нашла цветочки. Вот, да, Вера, шафран это приправа, которая... это одна из наверное, самая дорогая приправа. Вот. И я начал говорить о том, что она изготавливается из пестиков цветка. Вот. Цветок этот цветет раз в год, и поэтому настолько дорогой. Вот. Настолько дорогая приправа. Но израильтяне выращивают гибрид. Гибрид этого цветка. Этот цветок это растение в Израиле дает 4 цветка в год, точнее 4 раза цветет в год. Ну да, потому что ты не идешь. Я возвращаюсь. Оно цветет 4 раза в год. За счет того, что оно цветет 4 раза в год, понимаете, что это в 4 раза удешевляет процесс приготовления. Вот. Идем, выйдем оттуда. Вот оттуда выйдем, идем. Вот. Удешевляет или там увеличивает количество, поэтому вот. Такие вот они израильтяне. Лида, добрый день. Здравствуйте. Абу Анвар. Сабах аль-хейр, Абу Анвар. Минуэрак. Вот. Лючик, давай. Как козочка. Спрыгивай вниз. Трава не кусается. Вот.
Так. Ай. Надеемся, нам Израиль поможет заменить шафран. Я думаю, что да. Он очень быстро такого занимаем этот рынок. Вот. И первый раз об этом рассказали в сентябре 2021 года. Вот. И я думаю, что уже можно будет найти на прилавках израильский шафран. Вот. Израильтяне, конечно, никогда не помню, чтобы евреи искали что-то где-то удешевить. Вот. Они просто искали где-то на чем заработать. Вот. Это тоже правильно. Но, опять же, когда есть много товара на рынке, то цена тоже спускается. Да, Люля, если ты не спустишься, ты не будешь идти. Спускайся на траву. Давай. Либо будем переходить здесь, выбирай. Либо переходим, либо спускаешься в траву. Переходим? Давай. Так. Тоже поздравляю Веру. Спасибо, Герман, спасибо, мой друг. Также приятно, цветы сохраню. Правильно, сохраните. Так, интересно, у вас в Берлине песчаные почвы, а в Казахстане, родине, там чернозем. С днем рождения. Знаете, есть ролик, когда команда 95-й квартал приезжали в Израиль. Ну, команда, я не знаю, я не помню, если они, по-моему, все команды приезжали. Тогда еще это было Зеленским, когда он еще был тогда он еще не был президентом. Вот, и тогда Зеленский и как его друга... Ой. Так, давай, проходи вот отсюда. Тут немножко сухие ветки, но они не кусаются. Правильно, давай, только не трогай их и поднимай. Руки подними и проходи. Давай. Давай мне руку. Давай мне руку. Вот так вот. Ничего страшного. Все. А? Все. Вот, вылезли мы на дорожку. Так, здесь у нас объездная дорога, которая объезжает полностью наш квартал, вот, снаружи, так чтобы меньше машин заезжало в зону, где дома, там спящую зону, да. Хотя там тоже много проезжает, но за счет вот этой объездной дороги, хотя она, в принципе, не так далеко от нас находится, но за счет этой дороги меньше машин заезжает вовнутрь. У тебя? У тебя тут ничего нету, все чисто. Все чисто. Хорошо. Вот. Так что шафран можно будет найти. Так, что еще? Так. Лидочка, берло. Вот. Так, я начал говорить о том, что команда 95-й квартал приезжала сюда, так они смеялись, смеялись над тем, что происходит в Израиле. Говорят, в Израиль построен на песках, построен в пустыне на песках, но здесь, говорит, все растет, говорит. Говорит, у нас в Украине, говорит, самый лучший чернозем, но у нас, говорит, там чего-то не хватает, чего-то нету. Говорит, в Израиле, говорит, нету воды, но вода течет в каждом кране, причем круглосуточно и постоянно и везде. Вот. А есть страны, в которых много воды, но вода почему-то идет там, я не знаю, где-то, может быть, с какими-то переменами, перебелами, не знаю, как это называется. Вот. Немножко патриотизма. Вот. Я нажал и вышел из кадра. Вот. Но, вы знаете, я все-таки, несмотря на то, что вот с этой программкой есть небольшие, как говорится, такие вот помехи, иногда выходит камера, и камера меняется не так быстро, не так легко. Но все равно я люблю эту программку, потому что
она удобная. Во-первых, я сейчас транслирую на два канала одновременно. У меня есть два канала, и я транслирую на два канала одновременно. Это большой плюс. Вот. Во-вторых, вот я нажал случайно, вышел, или там перебой, не дай бог, там это кого, перебой с интернетом, да, вырубило меня, то сам стрим не прекращается. То есть там какое-то время, не знаю, там полминуты, минуту, пока я подключусь обратно и выйду в эфир. Но сам стрим от этого не прекращается, не останавливается. Хотя если делать напрямую через YouTube, то любой скачок интернета, любое какое-то неправильное движение, стрим сразу прекращается, и все. И, как говорится, не успел поздороваться, а уже пропал. Вот так вот. Так, одним ударом двух зайцев. Да, там не столько ударом, но, как знаете, как это таково. Я думаю, что это удобно. Так, давайте я камеру переверну немножко на себя. Немножко с вами... Вот, посмотрите на меня. Чуть-чуть. Вот, здрасте вам всем. Здрасте. Так, читаю ваши такого... Алла что-то написала, я не вижу. О, Алла Ковальчук, здравствуйте, Алла, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Вот, мы гуляем возле дома. У нас тут такая вот заповедная зона. Я не рассказывал до этого, когда снимал ролик с крепости. Вот, я говорил, что прямо напротив моего дома есть заповедная зона, в которой уже строить не будут. Вот, она, конечно, сейчас не в самом лучшем состоянии до сих пор. То есть там есть еще над чем работать. И там, по идее, должны еще немножко привести ее в порядок. Вот. Но сам факт того, что там уже строиться ничего не будет, вот, и останется вот этот вот клочок природы, вот, это радует. Во-первых, свежий воздух, во-вторых, езди погулять, а мы гулять любим. Вот. И даже сейчас январь, конец января почти, конец января, 21 января, да, слушай, дни уже перебежали, да, 21 января, вот, и солнышко вышло, стало тепло, и мы вышли немножко погреться солнышком. Вот так вот. Так, холодно. Ксения, у нас мороз минус 30 градусов, да, я правильно понимаю, Ксения? Минус 30. Ксения, вы откуда? YouTube шалит, уведомления не всегда шлет. Ирина, это не YouTube виноват, это я виноват. Я запланировал стрим, скажем так, на 8 минут после того, как до того, как я его начал. То есть я вышел сначала на улицу, а потом решил, что если мы уже здесь на улице, а давайте-ка сделаем небольшой стрим и с вами всеми пообщаемся. Поэтому я думаю, что вы не получили, потому что уведомление первое приходит за 30 минут до... Держи ее. За 30 минут до начала стрима, а второе приходит за 10 минут. А так как я ее начал очень, как говорится, вот так вот, не планируя, как всегда это делаю. Кстати, наверное, надо будет начинать планировать такие стримы. Вот. И вам будет легче знать, когда есть стрим. Наверное, и мне, не знаю. Мне пока не хочу, говорится, давать обязательства, что я буду выходить каждый там какой-то день, потому что не уверен, что смогу. Вот. Поэтому, я говорю, лучше я дам извещение, люди выйдут, кто может, чем люди придут, будут ждать, а я не выйду. Будет неприятно. Так, мы не только с шафраном будем впереди планеты всей. Расскажи про черную икру. О, черная икра. У меня есть, кстати, ролик, да, Таля? Черная икра. Израиль является одним из крупнейших поставщиков черной икры. Она так и называется, по-моему, называется карат. Карат называется. Вот. И причем Израиль единственная страна,
поставщик черной икры, который не имеет выхода к Каспийскому морю. Вот. И несмотря на это, несмотря на то, что черная икра, она не кошерная, потому что сама рыба, осетр не кошерная, вот, Израиль является одним из крупнейших поставщиков черной икры на мировой рынок. Она у нас, осетр у нас разводится. Осетр разводится на севере страны, в кибуце. И, по-моему, Дан, я не помню точно, но у меня есть ролик, где я находился прямо возле этого места, где разводят, прямо вот в устье, в устье реки разводят осетр. Вот. Кроме того, Израиль, по-моему, первая страна, которая выпускает, как говорится, добывает, скажем так, черную икру, не убивая при этом самку, не убивая рыбу. Вот, поэтому, по-моему, что-то было такое, что в этом плане, конечно, не нужно, как говорится, рыбу там ловить, уничтожать для того, чтобы вытащить икринку. Ну, что-то в этом роде. Вот. Я еще, если интересно, я пришлю статью, почитать про это, посмотреть более подробно. Раиса, добрый день. Здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Мы гуляем вокруг нашего дома. Вот. Сейчас мы возвращаемся уже в сторону дома. Сейчас я вам камеру переверну. Я черную икру ела в детстве. Вера, я сам с Баку. Если вы бы знали, сколько я ел черной икры в детстве, а вот с приездом в Израиль, я, наверное, ел черную икру последний раз, наверное, в 97 году. Вот, потому что, она здесь, конечно, очень дорогая. Израильская икра вообще израильская черная икра считается одной из самых дорогих. Вот, она очень-очень качественная, и из-за этого она очень-очень дорогая. У нас есть магазины, которые продают черную икру по лицензии, то есть у них есть специальный документ, подтверждающий качество, подтверждающий то, что икра закуплена именно у поставщика израильского, есть сертификат. Короче, давай пойдем отсюда и там завернем. Иди сюда. Так, давайте я камеру переверну. Переверну немножко камеру. Вот. Вот так вот. Вот эти вот дома наши, вот это вот. Здесь еще уже начинается застройка. Здесь будут жилые дома, но они будут ниже нашего дома. Примерно в половину нашего дома они будут, поэтому, в принципе, вид на заповедную зону они нам закрывать не будут. Так, 14 человек. Приятно. Так, Верочка, да, у нас она по цене, которую не каждый может позволить. В основном на экспорт. Она в основном идет на экспорт, продается только в русских магазинах. Даже не в русских магазинах, а есть у нас сеть, некошерная сеть, вот, Кешетами, и там вот эта икра продается, потому что не каждый магазин может себе позволить держать в наличии такую икру. Там действительно, там цены сумасшедшие выходят, там чуть ли не по $1000 за килограмм, не знаю, что-то в этом роде. Но это еще строится, здесь люди не должны гулять. Вот так вот. Так, здесь вот видите, стройка идет, кранчики стоят. Один из таких кранов, который собирался напротив моего дома, я его заснял, и есть у меня тоже короткое видео, которое это показывает. Если кому-то интересно, если вы не видели, как собирают кран. Так, простор и красота. Да, Раиса, знаете, красиво, хорошо. Мы здесь живем почти 6 лет. Когда мы здесь покупали, здесь не было вообще ничего. Здесь вот так вот выглядело. Все здесь вот так вот выглядело. Все.
То есть где-то были холмы, где-то были это, но ничего здесь вообще не было. Пустырь полностью, пустырь, холмы, вообще ничего. Вот. Я помню, мы сюда заехали, с женой сюда заехали, прошлись, вот, посмотрели на проекты, потому что домов здесь еще не было. Были только проекты, где будут, что будут, как будут. И решили, что мы хотим квартиру вот в этом доме. Вот. Это, конечно, был еще тот экстрим. Купить квартиру, когда ты не знаешь, где, что, как это будет ли это хорошо, будет ли это в нормальном месте, что будет рядом, потому что проекты менялись. Сначала был один проект, когда мы покупали, потом они его переделали, изменили некоторые, план изменился, некоторые сооружения здесь изменились. Вот. Но в принципе, первоначальный план, то есть такой сегодняшний план не сильно отличается от первоначального плана. То есть есть какие-то маленькие изменения здесь и там, но в основном осталось все как было запланировано в первый раз, поэтому мы очень довольны, очень довольны. Вот. Один из больших плюсов, это вот вы сказали, такого широко, такого просторно. Вот это очень большой плюс. Мы до этого жили в Петахтикве, город здесь недалеко, 10 минут езды отсюда. Вот. И город заселен, очень густо заселен. Там не было вот таких вот велосипедных дорожек. Там даже вот тротуары, которые были вдоль дорог, то деревья росли прямо на тротуаре. То есть ты идешь, бум, у тебя дерево, тебе нужно обходить дерево. А идешь, не просто идешь, ты идешь с коляской, с детьми. Да, так вот, дети еще тогда были маленькими. И я помню, что мы очень часто должны были выйти с коляской на дорогу для того, чтобы объехать какое-то дерево, которое стоит посреди тротуара. Вот. Сами дороги очень узкие, то есть в некоторых местах так, что две машины не могли проехать. Вот. А здесь, смотрите, вот эта дорожка для пешехода, вот эта дорожка для велосипедов. Да, там ролики, велосипеды, дети катаются на этой дорожке. Потом идет стоянка на дороге и еще две полосы с каждой стороны дороги по две полосы. То есть, конечно, простор здесь намного просторнее, намного приятнее. Вот, спорт делать очень приятно, очень удобно. Надежда, добрый день. Здравствуйте, Надежда. Спасибо, что вы к нам зашли. Спасибо за вашу поддержку. Да, вот видите, вдали есть группа людей. Группа. Это сейчас время, когда сегодня шаббат, сегодня суббота, да, и религиозные, которые соблюдают субботу, сейчас возвращаются с синагоги, выходят погулять немножко, потому что в субботу ездить на машинах нельзя, вот, включать телевизор, радио нельзя, поэтому в основном, то есть, во-первых, идут пешком друг к другу в гости, вот, и выходить тоже далеко слишком нельзя. Держи ее близко, потому что мы переходим дорогу. Вот так вот выглядит наш домишко. Вот. Ну, вот этот вид, я думаю, вы уже видели. С моего балкона не раз я снимал. Видно было и это круговое движение, вот, и этот вид. Так, что я пропустил, пока говорил. Галина, бабуся Ксения, это всегда вкусно и полезно, но икра не самое главное. 100% икра не самое главное в жизни. В жизни есть много других важных и полезных продуктов, поэтому вот так вот. Так, давайте я камеру еще раз переверну. Показал я вам наш но давайте перевернем камеру. Что ж такое? Ага, вот она. Пост, чат, сеттинг. Камера. И давайте переверну ее еще раз. И будем уже с вами
наверное, заканчивать этот стрим. Да, как вы думаете? Так, Валентина, здравствуйте, Валентина. Я не помню, я с вами здоровался или нет. Здравствуйте, спасибо. Спасибо всем за вашу поддержку, за то, что вы пришли, прогулялись вместе с нами по нашей окрестности. Вот. И спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. До новых встреч. Вот, далеко не убегайте. Ай, куда я пропал? Куда я пропал? Вот, далеко не убегайте. Будем еще делать много разных вот таких вот стримов. Я думаю, что они приятны. Мне, по крайней мере, приятно с вами общаться. Если вам тоже, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Кстати, я заметил, что каждый раз, когда я делаю стрим, то в стриме нету лайков. То есть люди общаются, а когда заканчивается стрим, наверное, забывают ставить лайки. Мне приятно от ваших лайков. Лайки больше нужны для тех, кто смотрит, для того, чтобы не пропускать следующий ролик, потому что за счет этих лайков YouTube знает, что вам нужно в следующий раз показать на ролик, который будет выходить. Вот. А мне это просто приятно. Так что, если вы ставите лайки, мне это приятно. Леора, здравствуйте. Леора, как только вы приходите, я сразу заканчиваю. Мне аж неудобно даже как-то. У нас с вами телепатия. Вы как знаете, что вот-вот Герман должен закончить стрим, вы сразу заходите поддержать. Вот. Но это, конечно, в любом случае приятно. Вот. Пишите свои комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я обязательно на них отвечу. С удовольствием на них отвечу. Вот. И вообще общение в кадре, общение за кадром, общение после эфира. Я приветствую это всегда, поэтому я буду рад ответить на любые ваши вопросы, если такие есть. Даже если нет вопросов, вы просто хотите сказать: Герман, добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброго дня, я с удовольствием вам на это отвечу. Всего доброго, большое спасибо за ваше внимание, до новых встреч. Обнимаю, целую. Бай-бай.